Жизнь Томаса и его жены Элизабет всегда была спокойной и размеренной. Они ярко ощущали свою счастливую гармонию, которую ничто не могло нарушить. Но внезапно на их пути возникла одна неожиданная проблема – их старый кот по имени Мурзик. У Томаса был особенно любимый кот, он спас его еще котенком с улицы 12 лет назад. С тех пор Мурзик стал неразлучным другом и верным спутником Томаса. 2 года назад Томас повстречал девушку по имени Элизабет. Между ними вспыхнула страсть, и они начали встречаться. Вскоре они поняли, что не могут прожить друг без друга и приняли решение жить вместе. Через полгода после начала их совместной жизни они официально соединились узами брака. Томас и Элизабет излучали любовью и нежностью сами по себе, а совместно с Мурзиком они стали настоящей семьей. Их семейная жизнь была наполнена счастливыми моментами и доверием друг к другу. Они с радостью принимали на своем пути все испытания и преграды, зная, что рядом всегда есть их любимый кот. Мурзик стал неотъемлемой частью их семьи, принося радость и уют в их дом. Таким образом, три существа – Томас, Элизабет и Мурзик – продолжали вместе путь через жизненные радости и трудности, делая свои узы только сильнее. Мурзик был верным другом Томаса на протяжении многих лет. Он был приветливым и ласковым, всегда умудрялся поднять Томасу настроение после тяжелого рабочего дня. Их дружба была так прочна, что Томас не мог представить свою жизнь без Мурзика. Однако с годами Мурзик стал старым и больным, и его забота потребовала все больше времени и ресурсов. Необходимость оплачивать ветеринарные счета и приобретать лекарства сильно давили на бюджет семьи. Элизабет, жена Томаса, начала считать, что наступило время избавиться от Мурзика. Она считала, что семье будет лучше без него, что забота о больном питомце забирает слишком много времени и энергии. Все это стало источником споров и непонимания между супругами. Томас горячо защищал своего верного друга, не соглашаясь на его изгнание. Он понимал, что Мурзик может не выжить без его заботы и лечения и не мог предать его после стольких лет совместной жизни. Таким образом, судьба Мурзика стала поводом для серьезных разногласий и испытаний для семьи Томаса и Элизабет. Томас не мог поверить своим ушам, когда его жена предложила отдать Мурзика в приют или отдать кому-то другому. В сердце мужчины разгорелась горячая борьба. С одной стороны, он полностью осознавал, что забота о Мурзике стала слишком тяжким бременем для всей семьи. Он видел, как каждый день жена отдает часть своего времени и энергии на уход и воспитание любимого питомца. Но с другой стороны, он не мог и не хотел представить свою жизнь без этого маленького комочка пушистой радости. Мурзик был его верным спутником на протяжении многих лет, всегда радуя его своим присутствием и безусловной любовью. Каждый вечер Томас приходил домой и находил Мурзика у двери, готового встретить его мурлычущим приветствием. Они гуляли вместе, играли. Мурзик был надежным островом в безмятежном океане повседневной суеты. Только он понимал и разделял все радости и горести Томаса. Поэтому отдать его кому-то другому было для мужчины немыслимо. Он решил бороться за Мурзика, разделить семейные трудности и преодолеть все преграды, потому что их дружба была слишком ценной, чтобы отдать ее просто так. Дни и недели без конца проходили, а Томас так и не мог принять решение. Он беспокоился и страдал, а его раздумья занимали все больше времени, поглощая его мысли день за днем. Он обдумывал каждую возможность, искал выход из сложившейся ситуации, но так и не находил ответа. Наконец, спустя долгое время, его решимость укрепилась, и он пришел к выводу, что самым лучшим вариантом станет отвезти Мурзика в приют и оставить его там. Если что, там смогут хорошо позаботиться о нем, дать ему шанс на новую жизнь и, возможно, найти ему новый дом. Томас прокручивал все возможные сценарии в голове, взвешивая свои действия и надеясь на лучшее будущее для своего пушистого друга. Вечером, когда Элизабет ушла на работу, Томас аккуратно посадил Мурзика в свою машину. Сердце его сжималось от горя и сожаления, но он уверял себя, что это самое правильное решение. Он медленно и осторожно вел машину по дороге, все время повторяя себе, что это для блага Мурзика. Его мысли наполнялись смутными воспоминаниями о том, как он и Мурзик провели вместе много счастливых моментов. Они гуляли по парку, играли, как Мурзик прятались за диваном, он даже учил кота выполнять трюки.
Но сейчас хозяин понимал, что его возможности несовместимы с беспробудной заботой, которую нуждается Мурзик. Он не мог предоставить ему комфортную жизнь, достаточное количество времени и внимания. Пускай Мурзик и привык к единоличному проживанию, но Томас знал, что этот выбор будет лучше для его любимого питомца. Таким образом, он решил отдать кота в новый дом, где его будут любить и заботиться о нем. Вечером, проезжая мимо приютов для животных, Томас почувствовал смесь радости и грусти, предвкушая, как Мурзик найдет новую семью и будет снова счастлив. Но когда они прибыли в приют, что-то внутри Томаса изменилось. Он смотрел на своего старого друга, сидящего рядом с ним на заднем сиденье, и понял, что не может отдать его. Мурзик был его семьей, его путеводной звездой в трудные времена. Как он мог предать его таким образом? Томас вышел из машины, взял Мурзика на руки и нежно погладил его мягкую шерсть. Он почувствовал, что в этот момент семья стала для него второстепенной. Любовь и преданность Мурзика казались бесконечными, и он не мог представить свою жизнь без них. В этот момент Томас принял решение, которое изменит его жизнь навсегда. Он решил оставить свою жену, потому что понял, что настоящая любовь не может быть подчинена материальным интересам. Мурзик был его истинной судьбой, и он не мог просто бросить его из-за финансовых забот. Томас остался с Мурзиком, обнял его крепко и пообещал, что будет рядом до самого конца. Они стали неразлучными друзьями, и их души стали переплетаться в неразрывный узел любви и преданности. Таким образом, Томас принял решение, которое никто не ожидал. Он бросил свою жену ради любви к своему старому коту. Это был акт бесконечной преданности и самоотверженности, который изменил его жизнь навсегда. Он понял, что истинное счастье заключается в любви и заботе друг о друге в любых обстоятельствах. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.